Представляете, если к TikTok парсеру подключить настоящий искусственный интеллект, для того, чтобы он не просто искал контент, тот контент, который залетает в TikTok, а для того, чтобы он, может быть, анализировал наших конкурентов, для того, чтобы он искал популярный у этих конкурентов контент, для того, чтобы он проводил анализ этого контента. А лучший контент он бы нам передавал и переделывал сценарий для того, чтобы мы просто включили камеру и начали снимать, соответственно, похожее видео. В этом видео я вам подробно покажу, как работает AI-агент, который подключен к TikTok и выполняет все эти задачи. Поехали! Для начала давайте расскажу, что умеет и что делает, соответственно, этот AI-агент. Смотрите, значит, это AI-агент, он может работать как автономно, то есть отдельно при связке с Telegram. Также он может быть подключен к нашему, например, главному AI-агенту в качестве одного из помощников, одного из направлений. В данном случае вот он, TikTok-агент, который подключен к нашему главному персональному AI-ассистенту. Мне кажется, главное преимущество в том, что мы все эти шаблоны можем совместить между собой. То есть мы создаем, например, TikTok-агента, и он отвечает за TikTok, за выполнение тех задач, которые связаны с TikTok, отвечает перед главным нашим AI-ассистентом, который мы до этого создавали. Поэтому, когда мы создаем главного AI-ассистента, нам нужно понимать, какие задачи с помощью него мы хотим решать, какие отделы ему нужны. Я, как создатель контента, нуждаюсь в TikTok-агенте, поэтому я создаю себе TikTok-агента. Дальше будет Instagram-агент, YouTube-агент, Twitter-агент, Threads-агент, ВК, может быть, агент, если я дойду, соответственно, до ВК. То есть у нас появляются в нашем главном AI-ассистенте, обязательно посмотрите видео по созданию главного AI-ассистента, там мы подробно, пошагово я вам показываю, как создать AI-ассистента. Создаете себе AI-ассистента и прикрепляете к нему дополнительных AI-помощников, AI-отделы, что-то типа вот сегодняшнего TikTok-агента. И ассистент уже выдает задачи TikTok-агенту. Для того, чтобы его подключить в систему, необходимо просто начало изменить вот на примерно такой раздел. Давайте покажу вам, что умеет и что делает этот AI-агент. Также может он работать автономно через чат без подключения какого-либо отдельного телеграма. Но я вам буду показывать в этом видео подробно именно на связке с Telegram. Когда мы через Telegram будем задавать запрос, и агент будет нам этот запрос выполнять. Смотрите, здесь важно понимать, что это не просто один AI-агент, один AI-помощник. Он также работает в связке с несколькими дополнительными инструментами. Первый инструмент — это инструмент, который нам позволяет анализировать TikTok и вытаскивать интересные аккаунты из TikTok. То есть, грубо говоря, это такой обычный парсер, который ищет по ключевым словам данные о TikTok аккаунтах. Второй инструмент — это тоже, можно сказать, парсер, но он уже занимается тем, что он в конкретном аккаунте TikTok, например, мы хотим найти всех своих конкурентов, которые занимаются съемкой видео по нашей тематике. Мы задаем запрос этот AI-агенту, AI-агент сначала ищет всех людей, которые являются нашими конкурентами, дальше мы по ним заходим, и он уже начинает, соответственно, конкретно по определенным пользователям анализировать их контент, забивать в такую вот таблицу и давать, соответственно, рейтинг каждой единицы контента того или иного пользователя. Дальше, значит, после этого мы можем на основе тех постов, которые мы выбрали у определенного пользователя, написать свой сценарий, и делается это уже третья система. Все они втроем подключены, соответственно, к нашему главному TikTok агенту, и TikTok агент уже на выходе либо нашему главному ассистенту, либо непосредственно нам, если у нас реализована схема через Telegram, он дает, соответственно, нам ответ, и мы уже проанализировали, создали сценарий, посмотрели, какие посты заходят, какой контент заходит, и получили всю эту выборку. Делается все это с помощью такого инструмента. Давайте я вам покажу, как он работает. Ребят, все шаблоны, о которых я говорю и показываю в своих видео, они находятся в моем Telegram. Поэтому переходите по первому закрепленному сообщению, попадайте в Telegram-бота, и он вам подробно рассказывает, как вы можете скачать эти шаблоны, не смотреть вот эти длинные мои инструкции, хотя их тоже нужно смотреть, даже если вы работаете с шаблоном, потому что я там рассказываю о некоторых нюансах. И после этого вы их загружаете в свой N8N, серверный, либо облачный, и используете
используете, и у вас все автоматизации, соответственно, включены и работает буквально за пару кликов, и не нужно строить долго эти автоматизации вместе со мной. Для начала мы заходим в Telegram и пишем следующий запрос. Найди конкурентов по запросу N8N, например. И прежде чем нажать тест, я вам хотел показать бы, что мы будем использовать таблицы, но таблицы не в Google документах, не в Notion, а таблицы через Airtable. Я еще ни разу не рассказывал в своих видео об этом инструменте, поэтому в этом видео я еще частично вас познакомлю именно с таблицами, создания таблиц через Airtable. Может, кому-то и зайдет. Мы нажимаем тест workflow и посмотрите, вот сейчас у нас идет запрос AI-агенту, чтобы он провел анализ конкурентов и выделил конкурентов по запросу N8N. Давайте посмотрим, что он ответил. Он нам сказал, что конкуренты по запросу N8N успешно найдены. Если вам нужна другая информация или помощь, дайте знать. Давайте сейчас перейдем в ту таблицу и посмотрим. Да, действительно, у нас здесь появилось большое количество строк, где мы можем видеть конкурентов по запросу N8N. То есть здесь указан юзернейм конкурента, указано количество его подписчиков, указано количество лайков. То есть то, что мы видим на главной странице нашего TikTok аккаунта, когда мы заходим к человеку. Указано его био, указан URL аккаунта, то есть мы можем прямо отсюда перейти по URL и посмотреть, действительно ли он все правильно сделал. То есть вот человек, так, видите, у меня начинает срабатывать из-за большого количества запросов. Вот человек, который, соответственно, создает контент по сервису N8N. Отлично. И он вбивает, соответственно, данные этого человека. То есть он сейчас провел предварительный анализ. То есть он нашел нам людей, которые занимаются контентом, созданием контента на основе сервиса N8N. Давайте зададим ему следующие вопросы, посмотрим, куда он в этот раз будет обращаться. Попросим его сделать нам выборку из 7 аккаунтов. Переходим в наш workflow, нажимаем тест. И он нам показывает, соответственно, выборку из 7 аккаунтов, которые он взял из той самой нашей таблицы. Значит, что можно сделать следующим? Следующим шагом мы его можем попросить провести детальный анализ топового контента у определенного пользователя. Для этого мы пишем «покажи 10 топовых постов» и, соответственно, указали на человека, вот, у которого есть ссылка на этот профиль. Дальше, значит, мы переходим и здесь нажимаем тест. Все, смотрите, он уже обращается ко второму нашему агенту, который занимается тем, что он ищет топовый контент у определенного пользователя. И выдал нам ответ. Давайте посмотрим, что он написал. Топовые посты для пользователя успешно найдены. Если вам нужна дополнительная информация или помощь, просто дайте знать. Сейчас я перехожу в свою таблицу, и здесь у меня есть подтаблица, где он мне вбил данные, то есть до этого она тоже была пустая, где он мне вбил данные о топовом контенте конкретно этого пользователя. Вот юзернейм этого пользователя и сами посты. Мы можем перейти на эти посты и непосредственно, соответственно, посмотреть контент у этого человека. Вот раз контент, вот два контент. То есть, да, действительно, он провел анализ и увидел, соответственно, контент этого пользователя. Отлично. Также он нам рассказал, где контент набрал большое количество обратной связи и поставил вот такую вот оценку ему. То есть это хороший контент, а это контент так себе. Также он поставил количество отметок «нравится», количество ответок «комментарии», количество лайков, количество просмотров тех видео, которые, соответственно, есть у этого пользователя. И следующим, третьим шагом мы можем попросить его создать на основе этого контента, сейчас мы ему скажем, на основе какого контента, создать на основе этого контента непосредственно свою версию контента. Все это он будет забивать в третью таблицу. Давайте выберем какой-то контент, например, вот этот. То есть мы можем скопировать ID этого контента, либо мы можем просто ему отправить ссылку. Но лучше копировать ID для того, чтобы мы точно понимали, что он просмотрел, соответственно, этот контент. Мы переходим сюда и вбиваем. Я хочу повторно использовать пост, хотя надо было немножко по-другому написать. Давайте посмотрим, справится он с этой задачей или нет. И здесь также нажимаем тест.
То есть надо было немножко переформулировать, соответственно, запрос, и он уже обращается к третьему инструменту, который позволяет создавать контент. Давайте вот перейду, он прям в режиме реального времени должен это прописать, чтобы вы увидели, чтобы это все было ясно и понятно видно. В режиме реального времени он должен, соответственно, сейчас сюда написать скрипт этого контента, который он взял. И вот он, видите, написал скрипт этого контента и добавить, соответственно, данные и ссылку на этот контент. Здесь он написал скрипт основной, и также он переделал тот скрипт основной уже непосредственно под нас. То есть он проработал с этим скриптом, и дальше он его переработал для того, чтобы мы могли этот скрипт переснять для себя под свою версию. Я думаю, что действительно показал, да, вот принцип работы этого AI-агента, и сейчас мы с вами будем его непосредственно уже строить. Представляете, на какой новый уровень выходят парсеры? Парсеры с искусственным интеллектом. То есть, если раньше мы использовали парсеры для того, чтобы найти конкурентов, найти определенные видео по определенной тематике, провести анализ, написать сценарий, вручную мы все это делали, писали сценарий на основе этих видео, интересных видео, которые набрали большое количество просмотров, то теперь все это делает искусственный интеллект. Он анализирует, ищет, предлагает нам варианты. Мы просто выбираем, говорим: так, хочу вот это, и на основе этого создай ко мне сценарий. Он вытаскивает сценарий, прорабатывает его и создает нам сценарий. Дальше можно закинуть куда-нибудь в Хейджин, и наш AI-аватар запишет видео по этому сценарию. Но это просто пушка. У нас с вами есть, как всегда, два варианта, как мы можем внедрить и построить себе этого TikTok-агента. Первый вариант. Вы вместе со мной сейчас проходите, смотрите и повторяете то, что делаю я. И второй вариант. Вы не заморачиваетесь и сразу же скачиваете вот эти вот 1, 2, 3, 4 шаблона и 2 шаблона под TikTok агента, который вы можете использовать локально там на своем компьютере и либо использовать его в связке с вашим главным AI-ассистентом. То есть всего вы, получается, скачиваете 6 шаблонов, 4 из них, которые непосредственно работают с этим AI-агентом, и 2 шаблона, они дополнительных, которые вы, соответственно, можете использовать и менять между собой. Все ссылки на шаблоны находятся в первом закрепленном сообщении, либо в разделе с описанием. Вы просто переходите, попадаете в бота, и бот вам рассказывает, как получить доступ, соответственно, к этим шаблонам. Все шаблоны у нас хранятся непосредственно в нашем телеграм-канале, где собрана база из больше чем 10 тысяч различных промптов, плюс чаты, плюс различные шаблоны для сервисов N8N и Make. Также есть подробные видеоуроки о том, как установить эти шаблоны с инструкциями и как использовать их, соответственно, в своей жизни. Обязательно переходите в первом закрепленном сообщении, там вся информация по шаблонам. Сейчас же мы с вами будем строить эту систему. Но знаете, если снимать видео о том, как строить эту систему, у нас уйдет, наверное, час. Я бы не хотел слишком сильно затягивать это видео и показать вам просто пошагово. Мы сейчас пройдемте по каждому элементу, и вы посмотрите, что из чего исходит, где какие ресурсы мы использовали, где какие инструменты мы использовали для создания этого агента. В наших шаблонах также вы сейчас можете увидеть, есть инструкции, как вы можете это все настроить под себя. Значит, я буду показывать на примере Telegram. То есть мы создаем Telegram триггер, выбираем своего Telegram аккаунт свой, с которым будете взаимодействовать. Но знаете, когда я сейчас строю свои шаблоны публично, я начинаю замечать, что в мои Telegram аккаунты я показываю в своих видео Telegram ботов и Telegram аккаунты, которые я не использую. То есть они специально демонстративные. В них отключены все шаблоны. Но все равно люди переходят в эти Telegram-аккаунты и, соответственно, начинают долбить моих ботов определенными запросами. Поэтому я поставил такой инструмент, называется он if. Он ограничивает доступ к моему Telegram-боту, для того, чтобы только я один мог, соответственно, этим Telegram-ботом пользоваться. То есть он проверяет юзернейм, и только после этого он решает, да, можно этому пользователю отправлять запрос в него или нет. Если нет, то он никак реагировать не будет и не будет списывать деньги за мои API-подключения. Поэтому, ребят, если вы даже смотрите это видео, во всех своих видео я использую демонстративных ботов, основные у меня спрятаны, и к ним доступ также ограничен, вы не сможете их использовать. Ну и отличный инструмент для того, чтобы самим построить бота и ограничить количество пользователей, которые этого бота могут использовать.
Значит, поставил инструмент if. Также у нас есть вот инструмент Telegram Action, который позволяет людям и позволяет сделать эффект переписки. То есть, знаете, когда в боте написано, что бот как будто сейчас читает, печатает, а на самом деле он выполняет определенную задачу. Switch для того, чтобы разделить голосовые текстовые сообщения. Да, с нашим ботом можно разговаривать и голосом, то есть за это отвечает Switch. То есть голосовые сообщения попадают в Telegram, и Whisper, соответственно, их расшифровывает и отправляет дальше. После этого уже идет запрос к нашему основному TikTok агенту. В TikTok агенте у нас прописан достаточно большой промпт, что он должен делать. Промпт написан по нашим инструкциям. Я отдельно создам обязательно видео, в котором расскажу, как создавать промпт для своих AI-агентов. Это очень важный момент, потому что если вы здесь что-то не то напишете, то вы будете получать посредственный результат. Если вы неправильно его будете отправлять в тот или иной инструмент, вы также будете получать как бы не тот результат, который ожидаете. Поэтому с промптами нужно очень внимательно относиться. И входящий промпт, он, соответственно, идет отсюда. То есть это JSON message, то есть текст. Вот этот текст мы берем, перетаскиваем сюда, и все. И у нас бот будет получать информацию именно о наших запросов. Вот, например, последний запрос. Я хочу повторно использовать пост с REC, который я вам только что в демонстрации показывал. Хорошо, значит, базовое построили. Дальше нам нужно выбрать аккаунт, модель. Мы выбираем, я выбираю OpenAI, вы можете использовать любую другую модель, например, роутер для выбора различных моделей. Конечно, в разделе со сценариями лучше там использовать Claude, потому что Claude лучше пишет сценарии для задач, именно связанных там с TikTok, с видео, с копирайтингом. Прописываем память, то есть мы используем, например, 10 сообщений, либо 5 сообщений для того, чтобы наш AI-агент постоянно помнил историю нашей переписки, да, что мы сначала сделали определенный запрос, потом второй запрос, потом третий запрос. Также, да, вот здесь я бы хотел уделить большое внимание также промпту. Все промпты я стараюсь использовать на английском языке, но в промпте у меня указано, что ты должен отвечать на русском языке в финальном варианте, в финальном ответе. Для чего я использую промпты на английском языке? Я понимаю, что где-то непонятно, где-то сложно, где-то вопросы какие-то, кто-то не знает английский язык. Я, например, тоже на слух, у меня английский уровня собаки, то есть я принимаю информацию, я понимаю, о чем говорят, но выразить, вы даже могли видеть в моих видео, что я неправильно произношу многие слова. Там еще есть немножко другая проблема с этим. Поэтому я понимаю, как принимать, я не могу, соответственно, разговаривать. Но я бы хотел, чтобы ответы он мне писал на русском языке. И промпты, когда мы пишем на английском языке, они выходят намного дешевле, чем промпты, запросы, которые мы отправляем в тот же там чат GPT, в OpenAI, либо куда угодно искусственному интеллекту. Промпты меньший объем токенов сжигают именно на английском языке, в отличие от русского языка. В русском языке почти в 1,5 раза дороже будет использовать этих агентов. Но в финале он отвечает нам на русском языке. То есть он переводит на наши промпты, но всю работу он делает на английском языке, только в финале работает на русском языке. Значит, дальше. Нам необходимо поставить инструменты. Инструмент мы будем использовать именно Airtable. Почему использовать Airtable? Потому что с помощью Airtable таблиц, мы также эти таблицы, 3 таблицы я также приложу, соответственно, доступом к тем шаблонам. И с помощью Airtable я просто не использовал, не показывал ни разу этот инструмент. Многие возникали вопросами, как его использовать. И, соответственно, здесь показываю. То есть мы регистрируемся в Airtable, привязываем свой API-ключ в Airtable. Да, вот здесь API-ключ привязываем в Airtable, и все. То есть API-ключ мы получаем в Airtable, заходим в настройку, заходим в Airtable на главную страницу, дальше Builder Hub, это хаб разработчиков, как бы, хотя я вообще не умею разрабатывать ничего. Значит, и заходим вот персонал Create New Token, то есть создаем новый токен, и этот токен мы прописываем уже непосредственно вот сюда, в наш шаблон
и связь установится. После этого вы сможете создавать там рабочие пространства, создавать те самые таблицы и, соответственно, с ними взаимодействовать и использовать их. Значит, у нас есть несколько таблиц. То есть у нас есть одна главная таблица и есть несколько подтаблиц. То есть главная страница — это вот TikTok AI Agent N8N. И есть competition, есть пост и есть как бы сделать сценарий. Значит, все это мы должны прописать в нашем AI-агенте. Мы выбираем нашу таблицу, и первое — это competition. То есть это туда, где будет competitors. Это туда, где будут сохраняться данные о наших, либо сохраняться, либо использоваться данные о парсинге по определенным ключевым словам. То есть я вам показывал, да, мы сделали парсинг по ключевому слову N8N, нашли все аккаунты, которые создают в ТикТоке контент на основе сервиса N8N. Интересно, здесь мой аккаунт есть, потом как-нибудь посмотрю, но бегло не вижу здесь. Но здесь у нас стоит, потому что ограничение. То есть мы не все аккаунты берем, а именно аккаунты, которые достигли определенного количества подписчиков. Но об этом чуть дальше покажу. Значит, хорошо. То есть мы привязали свой Airtable, мы привязали свои страницы, и дальше нам необходимо начать работать уже непосредственно с теми процессами, которые выполняют роль. Первый процесс называется шаблон TikTok P4, это типа часть 4 Competitors. Переходим в него и видим вот такой вот процесс. То есть как этот процесс настроить. Мы выбираем, то есть он получает данные об аккаунтах TikTok. Здесь для того, чтобы он работал, нам необходимо, во-первых, да, настроить входящие данные. В качестве входящих данных мы будем использовать ключевое слово. Ключевое слово, которое передает наш AI-агент, TikTok-агент, ключевое слово передает, например, ключевое слово SEO, либо N8N, либо TikTok, либо маркетинг. Но сразу же скажу, что когда мы используем русскоязычные слова, например, в запросе «найди нам все аккаунты, посвященные кулинарии», в TikTok в России сейчас официально не работает. То есть там выдача контента идет старая. Поэтому может возникнуть ошибка, что он старый контент не будет анализировать. Такое тоже возможно, потому что он ищет более топовые посты и свежие посты. Так работает именно вот ключ API. И дальше... Поэтому русскоязычные слова я бы пока не использовал. Дождемся, когда официально TikTok заработает. А пока ищем и смотрим англоязычный контент, так будет удобнее. Хорошо, значит, дальше нам необходимо ввести вот эти вот 5 элементов. Что за 5 элементов? Первый элемент — это настройка API. Мы используем сторонний API для нашего TikTok аккаунта. API мы получили вот по этой ссылке. Здесь в шаблонах указана эта ссылка. То есть мы получаем API через Marketplace API. Я использую платную версию, потому что мне нужно много показывать именно в своем видео. Но когда мы создавали этот шаблон, я использовал базовую бесплатную версию. Там тоже определенное количество токенов есть, но когда начинаешь вот это все демонстрировать, там сначала одному человеку, потом второму, потом записывать видео, я, соответственно, улетаю за все пределы. Если вы для себя один раз, то вы можете использовать базовую версию, ничего не платить за этот API, называется он TikTok API, ссылка вот находится в шаблоне, и использовать базовую версию, и все. И все данные, то есть здесь разработали такой API-ключ, который позволяет вытаскивать из ТикТока именно большое количество данных. Данные по видео, вытаскивать видео. Где-то есть сравнение тарифов, да, можно посмотреть. Да, вот сравнение тарифов. Здесь получается 10, вы можете скачивать 10 видео в день. Здесь можно скачивать 500 видео. Здесь можно скачивать, если 10 дней, это 300 видео в месяц, 100 запросов в месяц. Здесь 200 тысяч запросов в месяц. Дальше будет, ну, там, 0,0001 цент.
Значит, здесь Custom Plans, Support, поддержка есть и в принципе все. Вот самое главное, 600 запросов в минуту, а здесь 1000 запросов в чат. Это очень важно, поэтому вот из-за этого я улетал всегда на платный тариф, потому что когда демонстрируешь, например, снимаешь видео для YouTube, для TikTok, для Instagram, для Shorts, ты улетаешь вот за эти пределы, поэтому я лучше иногда заплачу, но зато я знаю, что у меня сейчас все стабильно будет работать. Вам, если вы выполняете разовую задачу пропарсить своих конкурентов по определенным ключевым словам, выбирайте базик тариф и не парьтесь. Здесь нужно вам создать, соответственно, свой API-ключ. Для этого вы переходите в настройки и создаете вот в User Profile, создаете свой API-ключ, который будет действовать абсолютно для всех. Здесь же вам просто придется выбрать при выборе базового тарифа, выбрать какую API-ключ вы хотите использовать. И преимущество вот этого сайта Rapid в том, что здесь большое количество API-ключей для разных сервисов, и все это используется также через один API-ключ. Очень удобно. Ссылка, соответственно, находится здесь. Значит, здесь все настроено. Здесь необходимо только вбить свой API-ключ. Мне придется, наверное, опять после этого видео его заменить, либо заблюрить. Хотя блюрить это очень долго. Заменить и, соответственно, использовать этот API-ключ. Введете свои сюда данные по API-ключам. Каждый элемент, он отвечает за определенную задачу, для того, чтобы он вытаскивал определенную задачу. Давайте нажмем тест workflow, для того, чтобы у нас отобразились данные, которые, соответственно, мы будем вытаскивать. Смотрите, дальше все эти данные попадают вот сюда. Это у нас сервис Merge, он как бы сплит, он собирает данные из разных источников и формирует их для выхода в одну конкретную область. То есть он собрал данные давайте посмотрим, да, какие данные он собрал и какие данные он дальше выходит. То есть он собирал данные по юзерам, то есть по юзерам по запросу в SEO. Да, вот мы можем видеть, что он, скорее всего, сюда добавил данные по SEO. Да, вот он только что проработал и добавил сюда данные по SEO. То есть он собрал данные по юзерам, по SEO. Да, вот он. То есть он собрал данные по SEO и, соответственно, вбил эти данные сюда. То есть он вбил данные по количеству подписчиков, по количеству запросов. То есть здесь большое количество данных, которые он собирает с помощью этих вот 5 парсеров. Дальше, значит, он пересылает все данные, и сплит уже он собирает те данные, которые нам необходимы. Здесь мы задаем, что нам необходимы, соответственно, данные по ключевому слову, ID и данные по количеству подписчиков, по количеству видео, по URL, то есть ссылки на аккаунт. И самое интересное, что мы это все потом формируем и забиваем в нашу таблицу. Формируем, и здесь самое главное, что мы задаем количество подписчиков, то есть мы выбираем не все аккаунты. Вот почему он мой аккаунт не собирает, потому что у меня еще нет 4000 подписчиков в моем ТикТоке. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на мой ТикТок. Там уже почти скоро будет 4000 подписчиков. Если здесь изменить там на 40 тысяч, на 4000, на 3000, он, соответственно, уже увидит те аккаунты, которые удовлетворяют этим условиям. Значит, и дальше он говорит, что если аккаунт удовлетворяет этим условиям, то он, соответственно, вбивает его сюда. Если аккаунт не удовлетворяет, то он вбивает их уже во вторую таблицу. И смотрите, он уже вытаскивает здесь username, bio, количество подписчиков, количество просмотров, количество лайков и передает эти данные уже непосредственно в таблицу. То есть здесь непосредственно передаете эти данные в таблицу. Но чтобы у нас, кроме этих данных, нам необходимо, например, еще собирать данные с ссылками на аккаунт. Как это сделать? Добавляется нода getURLs и сюда прописывается, соответственно, TikTok
и видео, ссылка на видео, видео ID и username. То есть он парсер, да, какой бы он ни был классный, все равно его приходится дорабатывать. И он собирает, дополняет эти данные именно сюда. Значит, после этого он забивает в таблицу все эти данные, плюс он забивает данные, которые он присваивает так называемый рекорд ID. То есть вот ID и дату формирования этой записи. Это отдельный инструмент, он просто обновляет. То есть если мы здесь используем инструмент создания, create нашего шаблона, нашей строки в нашей таблице, то здесь он использует данные Record ID и Credit Time. То есть он добавляет, он обновляет данные и добавляет их, соответственно, в нашу таблицу. Все, после этого на выходе он говорит, что все успешно подключено. Здесь также необходимо подключать наш Airtable таблица. Нажмем «Сохранить», выйдем отсюда. И следующий шаг, который он делает, он ищет посты. За поиск постов у нас отвечает другой шаблон, следующий наш шаблон. Он отвечает за то, чтобы проанализировать профиль конкретного человека и создать, соответственно, на основе у этого пользователя найти топовый его контент. Сколько вы там попросите? 7 постов, 10 постов, все посты, все, которые он считает нужными. Он, соответственно, эту работу проведет. Здесь также использован API от сервиса Rapid API от TikTok. В моих шаблонах нету моего API. Вы просто прописываете, там написано там get, добавьте свой API сюда и, соответственно, вы его просто добавляете. Значит, что он здесь делает? Он именно по этим данным из Record ID, то есть каждому пользователю он присваивает определенный Record ID, и по данным из Record ID он начинает анализировать этот профиль. Смотрите, у нас здесь вход идет именно Record ID, то есть передача именно вот этого вот параметра Record ID. Многие спрашивают, да, почему именно Record ID? Потому что это уникальный параметр, который он присваивает определенному пользователю. После этого он понимает, что вот конкретно этого пользователя нужно провести исследование. Он проводит исследование этого пользователя, он проводит то же самое, выводит все эти данные и проверяет, да, соответствуют ли эти данные каким-то условиям, ну, определенным условиям. То есть здесь есть больше там 5000, грубо говоря, просмотров в этом видео. То есть он не анализирует видео, где собрано 300, 150 просмотров. Он выбирает именно 5000. Ну, мы можем изменить там до 500, но тогда данных будет больше. И, соответственно, API будет большее количество данных, приходится ему анализировать. Значит, здесь он добавляет ссылки, то же самое по примере со вторым видео, для того, чтобы уже во вторую таблицу добавить ссылку на аккаунт, а главное добавить ссылку на конкретный контент. Да, вот мы можем перейти, как в самом начале вам показывал, и смотреть, соответственно, конкретный контент по конкретному пользователю. Дальше, значит, здесь установлен калькулятор, который считает вовлеченность, то есть вот этот вот показатель в таблице вовлеченности, и на основе вовлеченности он в таблицу вносит вот эту вот визуальную штуку, что этот контент соответствует условиям, либо не соответствует условиям. Все, после этого он забивает все эти данные в нашу таблицу, и дальше он обновляет, соответственно, Record ID, присваивает Record ID, также уникальный идентификатор каждому контенту и прописывает, соответственно, когда эта работа была проведена. В данном случае вот она была проведена несколько минут назад. Хорошо, значит, это у нас второй шаблон. Второй шаблон отвечает как раз за поиск конкретного контента у конкретного пользователя. Но это еще не все. У нас есть еще и третий шаблон. За что отвечает третий шаблон? Давайте его посмотрим. Третий шаблон у нас как раз и отвечает за то, чтобы тот контент, который он нашел, тот контент, который мы выбрали, мы бы могли проработать с этим контентом. Что мы делаем? Здесь также используется API-ключ для поиска видео. Он ищет конкретное видео, которое мы ему указали по Record ID, по тому же самому запросу.
В данном случае Record ID это уже уникальный идентификатор именно конкретного видео. Дальше он находит это видео, он вытаскивает это видео, скачивает это видео. Я здесь вам показывал, да, что в тарифах вы можете скачать до 10 видео. Но здесь уже избирательная кампания идет. То есть вы уже избирательно выбираете контент, на основе которого вы хотите создать свой контент. Это делается уже вручную через таблицу. Поэтому я вам рекомендую переходить хотя бы и смотреть это видео. То есть не просто спарсить его и выбрать любое. Потому что есть видео, где люди просто танцуют. Когда вы смотрите на человека, который просто танцует, вы вряд ли что-то напишите, какой-то скрипт для этого видео. Поэтому посмотрите, чтобы человек там не просто танцевал, а, соответственно, говорил какие-то слова, чтобы эти слова мы могли вытащить. Мы вытаскиваем эти слова с помощью того же API от Rapid API. Мы эти слова, соответственно, анализируем, транскрибируем, вытаскиваем текст, вытаскиваем аудиозапись. И дальше эту аудиозапись мы отправляем в Whisper от ChatGPT. Whisper ее транскрибирует в текст и добавляет ее AI-агенту. Для того, чтобы AI-агент на основе этого текста создал похожий для нас сценарий. То есть в AI-агенте здесь прописан также на английском языке прописана инструкция, да, что ты должен сделать. Ты должен, когда к тебе приходит текст с определенным запросом, ты должен проработать этот текст и прописать, соответственно, сценарий к этому тексту. После того, как он прописывает сценарий, он добавляет этот сценарий уже непосредственно в третью таблицу. В третью таблицу для создания сценария. Причем он делает сразу же две штуки. Первое, он делает оригинал, то есть скидывает ссылку на оригинал и прописывает оригинальный вот этот вот висперовский текст, который он проработал на английском языке, и уже под нас он пишет, соответственно, текст и запрос, и этот сценарий уже на русском языке, потому что у нас здесь в промпте также указано, что ты должен добавить именно две строки. То же самое в таблица здесь уже выбирается третья таблица, куда он все эти данные забивает и добавляет, соответственно, каждому видео оригинальную ссылку на видео и добавляет ссылку ID, то есть уникальный идентификатор этого видео. Ну и отправляет все это нашему главному, не главному, а TikTok агенту. А TikTok агент либо нам в Telegram отвечает, либо он передает все эти данные уже главному агенту. Это, смотрите, да, только на объяснение принципа работы пошагово каждого элемента у нас ушло достаточно большое количество времени. Поэтому я не вижу смысла там снимать видео на 2,5 часа, где я просто сойду с ума при составлении такого AI-агента. Легче просто также посмотреть это мои видео, посмотреть инструкцию, скачать все эти шаблоны и уже внедрить и поставить их себе. Если вам реально нужен TikTok-агент, вам это, вы это должны сделать. Переходите по ссылке под этим видео, скачивайте все шаблоны, соответственно, в доступе. Если вам просто поиграться, посмотреть, то можете сами создать себе такого агента. В каждый элемент я зашел, показал вам, как это выглядит. Ребят, я понимаю, что кто-то сейчас из вас будет недоволен, скажет, ты же не показал, как пошагово это сделать. Реально, 2,5 часа для того, чтобы создать пошагово такого агента. Я не уверен, что кто-то будет смотреть это видео. Если готовы, то следующее видео, где мы будем создавать более больших агентов, например, для YouTube, например, для Instagram, например, для Threads, для Twitter. У нас с вами еще большая работа. И я почитаю комменты, готовы ли вы смотреть видео по 2 часа с отладкой, по 3 часа для того, чтобы создавать таких AI-агентов. Мне кажется, что проще просто нажать 3 кнопочки сверху, загрузить шаблон, вставить свои API-ключи, и все у вас будет работать без этого. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на канал, переходите по ссылке под этим видео в Telegram-канал. С вами был Горизуевич. Поставьте нравится, напишите что-нибудь в комментариях. Это реально помогает продвижению любого моего видео. Пока.